Здравствуйте, дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас настоящий солнечный десерт. Постный муссовый торт «Тропическая нежность». Без сливок, без яиц, без желатина. Легкий, воздушный, с бархатным муссом и сочным тропическим вкусом. Он буквально тает во рту, так что не переключайтесь, сегодня покажу, как приготовить этот изысканный десерт просто и без лишних хлопот. Начнем с приготовления постного апельсинового бисквита. Все ингредиенты для него должны быть комнатной температуры. Он готовится очень просто и быстро, поэтому сразу же включаем духовку на разогрев. Температура 170 градусов, вверх-вниз без конвекции. В удобной емкости соединяем апельсиновый сок без мякоти, рафинированное растительное масло, у меня подсолнечное, и сахарный песок. Все тщательно перемешиваем до растворения крупинок сахара. Апельсиновый сок можно немного подогреть, чтобы сахар легче растворился. Отдельно соединяем сухие ингредиенты. Пшеничную муку, разрыхлитель, ванильную пудру или сахар и щепотку соли. Все тщательно перемешиваем венчиком до равномерного распределения всех ингредиентов. Выливаем жидкие ингредиенты в сухие и перемешиваем до получения однородного густого теста. Долго перемешивать нельзя, буквально до однородности, чтобы тесто... Я буду выпекать в кондитерском кольце диаметром 18 см. Дно затянула фольгой и сразу установила на противень. Смазывать маслом ничего не нужно. Перекладываем тесто в форму и помогаем ему равномерно распределиться. Отправляем в заранее разогретую духовку ориентировочно на 15 минут. Смотрите по своей духовке, время выпечки может отличаться. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Готовый бисквит достаем из духовки и оставляем остывать. Остывший бисквит освобождаем из формы и укладываем на блюдо, на котором планируем собирать торт. Бисквит пропитывать не нужно, он мягкий, влажный и очень-очень вкусный. Если сборка торта откладывается на некоторое время, то обязательно оберните бисквит пищевой пленкой, чтобы он не высыхал. Устанавливаем кольцо для сборки, у меня кольцо высотой 8,5 см. Прокладываем ацетатную пленку, чтобы мусс был идеально гладким, и затягиваем кольцо по диаметру коржа. Готовим постный манговый мусс, без сливок, без яиц и без желатина. И подготовим для него все необходимые ингредиенты. В ковшик добавляем пюре манго и добавляем первую часть сахара, 20 граммов. Количество сахара можно регулировать по вкусу в зависимости от сладости вашего пюре. Ставим ковшик на плиту и, помешивая, доводим до кипения. Агар-агар соединяем с водой и перемешиваем. Я использую агар-агар силой геля 900. Это важно, от этого зависит, насколько хорошо застынет мусс. Обязательно проверьте состав на упаковке. Он должен быть чистым, без добавок вроде мальтодекстрина, крахмала, камеди и пектина. Такие добавки могут помешать желированию. В составе должно быть написано просто агар-агар или Е406 без дополнительных ингредиентов. Агар-агар быстро оседает, поэтому после размешивания в воде его нужно либо сразу использовать, либо еще раз перемешать перед добавлением в кипящую массу. Добавляем агар-агар с водой в кипящее пюре и даем прокипеть 1 минуту с момента закипания. Если вы не совсем уверены в качестве своего агар-агара, особенно если он уже давно лежит, не рискуйте продуктами. В описании под видео я оставила быструю проверку агара в домашних условиях. Там всего пара шагов, зато будет понятно, работает ли он. Снимаем с плиты и даем остыть манговой основе до 50-55 градусов. Чтобы не образовывалась пленка, периодически перемешиваем. А этим временем взбиваем аквафабу. У меня аквафаба размороженная, она у меня холодная только что из холодильника. Аквафабу можно сразу взбивать на максимальной скорости. Как сварить аквафабу из нута, можно посмотреть в моем отдельном видео по ссылке в описании. В процессе взбивания обязательно добавляем лимонный сок или лимонную кислоту. Это поможет стабилизировать взбитую массу. Продолжаем взбивать до тех пор, пока вся жидкость превратится в устойчивую пену и на дне не останется жидкости. Когда это произошло, в 2 приема добавляем вторую часть сахара 40 граммов, каждый раз давая сахару разойтись секунд 30. После добавления сахара продолжаем взбивать аквафабу до глянцевых жестких пиков. Масса должна стать гладкой, блестящей и устойчивой. В процессе взбивания аквафабы не забываем помешивать манговую основу, чтобы она быстрее остывала и не покрывалась корочкой.
Манговая основа для мусса остыла до нужной температуры, и теперь можно объединить обе массы. Берем глубокую емкость и переливаем сюда основу из манго. И в несколько приемов подмешиваем к ней взбитую аквафабу. И вот такой красивый, гладкий и однородный мусс получается в результате. Очень легкий и воздушный, просто загляденье. Перекладываем мусс небольшими порциями в заранее подготовленное кольцо. Каждый раз тщательно разравнивая лопаткой, чтобы не образовывались воздушные пустоты ни по бокам, ни в середине. В конце выравниваем поверхность мусса и убираем торт в холодильник для стабилизации на 3-4 часа. Когда мусс схватился, готовим верхний слой – апельсиновый гель на агар-агаре. Первым делом соединяем агар-агар с 3 чайными ложками сока из отмеренной нормы. Хорошо перемешиваем и отставляем пока в сторону. Остальную часть апельсинового сока переливаем в ковшик. Добавляем сахар и лимонный сок. Ставим на плиту и, помешивая, доводим до кипения. В кипящую жидкость добавляем агар-агар. Перед добавлением еще раз хорошенько перемешиваем, так как агар оседает. Периодически помешивая, даем прокипеть 1 минуту с момента закипания. Прокипятили и снимаем с плиты. По желанию можно добавить 1 каплю апельсинового ароматизатора. Теперь добавляем немного кокосового масла и интенсивно перемешиваем венчиком 10 секунд. Кокосовое масло придает глазури мягкость и аромат. Также можно использовать любое нейтральное масло, например, рафинированное подсолнечное. А если хотите абсолютно прозрачную глазурь, можно его и вовсе не добавлять. Температура заливки глазури не выше 40 градусов, чтобы мусс не растаял. Когда глазурь остыла до нужной температуры, достаем торт из холодильника, выливаем глазурь и очень быстро помогаем ей распределиться тонким слоем по всей поверхности, пока она не застыла, так как на холодном муссе она моментально стабилизируется. Снова убираем торт в холодильник до окончательной стабилизации. Когда торт полностью стабилизировался, снимаем кольцо и ацетатную пленку. И вот он, наш солнечный красавец. Постный муссовый торт «Тропическая нежность», легкий, яркий и невероятно вкусный. Без капли сливок, без яиц и желатина, но с роскошной текстурой и тропическим вкусом. Он такой вкусный, что подойдет не только в пост, но и в любой момент, когда хочется чего-то особенного. Расскажите в комментариях, пробовали ли вы готовить постные муссовые торты. Если у вас есть вопросы или пожелания, также пишите в комментариях. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и близких. Пусть каждый ваш десерт будет маленьким чудом. Увидимся с вами совсем скоро в новом вкусном видео.